Община Ямто одна из крупнейших в Ненецкой тундре и в то же время одна из самых обособленных. До 90-х годов прошлого века здешние оленеводы жили полностью изолированно от внешнего мира, сохраняя свой самобытный уклад. Ну что, друзья, мы в тундре самой трушной, самой настоящей. На вертолете из Нарьян-Мара мы прилетели в общину Ямто. Это одна из самых крупных общин во всем Ненецком автономном округе. Они ямдают, то есть кочуют уже со своими вещами уже очень много поколений подряд. И сегодня я узнаю, как они вообще здесь живут, зачем пьют оленью кровь. Ну и, может быть, попробую, какая она на вкус. Вертолеты сюда прилетают редко, всего несколько раз в год, поэтому каждый рейс привозит долгожданный груз. Продукты, медикаменты и, конечно же, конфеты и фрукты для детей. Встречать вертолеты и помогать разгружать вещи собираются все жители стойбища. В переводе с ненецкого Ямто — это длинное озеро, но привязки к конкретной локации у оленеводов нет. Они постоянно кочуют, выбирая наиболее комфортные условия для оленей, чтобы было поменьше гнуса, был хороший корм и чистая вода. Сейчас, в середине лета, стойбище стоит почти на берегу моря Карского, неподалеку от поселка Амдерма. На бескрайних просторах тундры, где из постоянного лишь вековые тропы предков, сосредоточением всего является чум – традиционное жилище ненцев. Каждый чум состоит из нескольких жердей, покрытых огромными полотнами из оленьих шкур или брезента – нюками. Чем больше и зажиточнее семья, тем больше чум. Его основание может достигать 8 метров в диаметре. Такой способен разместить до 20 человек. Чум постоянно перемещается со своими владельцами с места на место, поэтому в нем нет ни кроватей, ни шкафов. Из мебели здесь только маленькие столики и подобие сундуков, лари. Для всего остального есть место на полу. Тут и готовят, и едят, и спят. Зона ответственности женщины – очаг. Традиционно только она могла прикасаться к очажным шестам и к очажному крюку. Она же собирает дрова, сушит и колет их, и разжигает огонь. Она же шьет и готовит, убирает и обустраивает быт. Все это, как вы понимаете, крайне тяжелый труд, особенно в условиях тундры. Для хранительниц очага даже есть своя профессия – чум-работница. Еще одна женская забота – следить за детьми. Малышей привозят в тундру сразу после выписки из роддома. Уследить одновременно за всеми делами кажется невозможно, но у женщин в тундре есть свои хитрости. Основная задача мужчин – выпас оленей, причем независимо от того, что на улице. Мороз под минус 50 или 30-градусная жара с мошкой и комарами. Ненец должен уметь не только ладить с животными и знать их повадки, но и заниматься сваркой, перебирать двигатели и чинить технику прямо в тундре с помощью подручных материалов. Когда ты один на один с природой, рассчитывать приходится только на себя. Это была Еркалава, с ненецкого переводится как «ловля оленей». Сейчас их загнали в кораль, и теперь они никуда не убегут. Там обучивать так-то очень долго так-то. Надо ноги надо завязывать. Вот эти уже ездовые, да, они понимают. Которые вот эти большие, да.
упряжки для гонок комплектуют по 3-4 оленя, причем, что интересно, оленеводы отличают их. Для меня они все на одно лицо, их тут сотни, они все одинаковые, но это только для меня. Оленеводы, на самом деле, их могут отличить в первую очередь по рогам и понять, молодой это олень, старый, но для гонок выбирают все-таки обученных. К сожалению, а может к счастью, оленю кровь в этот раз мне попробовать не удалось. Семья, у которой мы гостим, хоть и ведет кочевую жизнь, от традиционных верований ненцев отказалась и такие обряды больше не совершает. Когда 90-е наступили, сюда только так и ринулись. Вот если взять по таким вот отдаленным населениям, они все там баптисты, католики. Протестанты, лютеране, протестанты, да? Вот. Я не знаю почему, это очень странно. Изначально были язычниками, поклонялись богу Нуму, бог неба. Есть еще бог Нга. Приходит в ноябре, начинается малый месяц темноты. И потом наступает декабрь, месяц большой темноты. И 7 января он как бы пропадает. Тогда приходит месяц январь, Лимбя и Рий. С ненецкого это означает месяц орла. Вот. Он прилетает и приносит на своих крыльях солнце. Ну, это такой вот, как бы, не миф, это уже как бы легенда даже, наверное. Все основывалось на природе. То есть оленя полностью не выкидывали, ну, то есть даже кости их дальше отваривали, например, собакам отдавали. То есть тут нету такого, чтобы что-то выкинуть. Вот. Из шкуры делали малицу, паницы, сапоги, ну, тобаки, пимы. Малица — это вот традиционная ненецкая одежда мужская. Она шьется из шкуры оленя. Вот, с капюшоном. То есть ты ночью, если вот в дороге, оленя оставил ночевать, сам лег в сугроб, ноги так подогнул, ремень снял, тут подвязал, а ноги согнутые, то есть у тебя получается как мешок и спишь. Ничего себе. И то есть в снегу нормально? Да, если в снег еще закопаться, там же ни ветра, ничего не будет. Вот, сейчас также делают, да. Также делают зимние нюки, это покрышки чума из шкуры оленя. Вот. Все, то есть все, что нужно, они используют прям до конца. То есть даже когда ты уезжаешь, перекочевка у тебя идет на другое стойбище. На чумовище всегда остаются дрова, которые на следующий раз пригодятся. Нет, чумовище — это когда ты уже ушел из стойбища. То есть там уже... ну как бы остались там какие-то... Да. По-ненецки мядырма называется. Мядырма. От слова мя — это чум. Чумовище. Вот. И... эта община вот здесь, на этой точке, сколько уже? Ну, мы здесь стоим с 30-го, то есть 3 дня уже. До этого были, ну, где-то 7 километров туда, дальше. Вот. Также перекочевывали через реку, вот так вот. Ну, вы знаете. Да, нормально. Я бы сказал, нормально.
ленточки тех людей, которые ко мне приходили на большой обряд, вот, и делали благопожелания своему роду, своим друзьям, своим родственникам, людям, которые их окружают, и в принципе миру. Вот. И можете такие же благопожелания делать. В тундре на сотни километров ни одного дерева, а отапливать чуму чем-то нужно, поэтому немцы приходят к берегу моря, сюда выбрасывают топляк, это вот такие вот бревна, и они тащат их к себе. Многие местные помнят, что сюда иногда выбрасывают провизию с каких-то кораблей, в том числе бутылки, банки и консервы. Сегодня в общине большой праздник – День оленя. Хозяева принимают многочисленных гостей. Причем речь не только про тех, кто прилетел с нами на вертолете, но и про других оленеводов, приехавших из других стойбищ. Праздник – уникальная возможность увидеться с друзьями, обсудить новости и, конечно же, устроить соревнования в самых разных дисциплинах. Это и прыжки через нарты, и метание тензиана, и борьба. Участвуют в состязаниях как мужчины, так и женщины. Гуляния длятся целые сутки. Благодаря полярному дню можно успеть очень многое. Солнце ни на минуту не заходит за горизонт, а участники ждут главного события дня – гонки на оленьих упряжках. Участники выстроились на старт, они вон там, практически на горизонте, их даже не видно отсюда, но они вон стоят. И сейчас судьи дадут команду на старт, и они рванут. О, появляется реальный лидер, вырывается вперед. Вон, давай. Его догоняет. Третий. Тройка лидеров уже определилась, кажется. Так. Кто у нас тут победил? Я! Большая буква Я! Молодец. Дайте мне отдышаться. И Всё вы как сделал. знали, Да. что ли? Конечно. Мы всё знаем. Мы все знали, что он первый придет. Да ладно. Да вы даже не дышите тяжело, вы вообще какие-то плохо бежали.
Открытые, добрые, любознательные, в то же время сильные и мудрые, встреча с ненецким народом удивляет и вдохновляет. Само слово «ненец» можно перевести как «настоящий человек». И эти дни в гостях у настоящих людей в ЧУМе у коренных жителей Ненецкой тундры поистине уникальный опыт. Почувствуйте свободу кочевой жизни и творите настоящие дела.